Всем здравствуйте! У нас прогноз перемены на пороге. Да, перемены мы не ждем, перемены мы делаем сами в своей жизни. Но мы сейчас посмотрим совет от вашей духовной семьи, от ваших ангелов, архангелов, от вашей души, от вашего высшего Я. Я являюсь только проводником между вами и вашими духовными наставниками. Давайте получим от них совет, что вам предпринять, чтобы внести перемены в вашу жизнь. Подумайте сейчас, каких перемен вы ждете, и выберите один из трех вариантов. Первый вариант у нас это горный хрусталь, колода Таро снов. Второй у нас зеленый камушек, это Таро светлого провидца. И третий серый камушек, это Таро волшебников. Не забывайте, что интуиция у нас работает первые 3-4 секунды. Что первое у вас появилось перед глазами, тот вариант и выбирайте. Если вам нужно больше времени, останавливайте видео. А мы начнем с первого варианта. Для тех, кто выбрал горный хрусталь. Давайте посмотрим, к каким переменам вам готовиться, что вам предпринять для того, чтобы эти перемены в вашу жизнь вошли. Ну и что принесут эти перемены в вашу жизнь? Перемены для тех, кто выбрал первый вариант. Горный хрусталь и Таро снов. Давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит. Да, но если не ругаться, то полная попа, да? Пятерка монет, четверка кубков, вообще полное разочарование. И очень много эмоций, переживаний по поводу того, что то ли нет работы, то ли вообще финансовый крах. Кого-то, может быть, вообще жилья нет. Четверка – это сильное эмоциональное выгорание. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Приветствую вас, друзья. У нас расклад перемены на пороге. Но мы знаем, что перемены мы не ждем, а сами их вносим в нашу жизнь. Давайте посмотрим совет от ваших духовных наставников, от ваших ангелов. Всем здравствуйте! У нас прогноз перемены на пороге. Да, перемены мы не ждем, перемены мы делаем сами в своей жизни. Но мы сейчас посмотрим совет от вашей духовной семьи, от ваших ангелов, архангелов, от вашей души, от вашего высшего Я. Я являюсь только проводником между вами и вашими духовными наставниками. Давайте получим от них совет, что вам предпринять, чтобы внести перемены в вашу жизнь. Задайте вопрос. Подумайте сейчас. Подумайте сейчас, каких перемен вы ждете, и выберите один из трех вариантов. Первый вариант у нас это горный хрусталь, колода Таро снов. Второй у нас зеленый камушек, это Таро светлого провидца. И третий серый камушек, это Таро волшебников. Не забывайте, что интуиция у нас работает первые 3-4 секунды. Поэтому вот какой первый вам, можете по цифрам 1, 2, 3.
Что первое у вас появилось перед глазами, тот вариант и выбирайте. Если вам нужно больше времени, устанавливайте видео. А мы начнем с первого варианта. Для тех, кто выбрал горный хрусталь. Давайте посмотрим, к каким переменам вам готовиться, что вам предпринять для того, чтобы эти перемены в вашу жизнь вошли. Ну и что принесут эти перемены в вашу жизнь? Перемены для тех, кто выбрал первый вариант. Горный хрусталь и Таро снов. Давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит. Да, но если не ругаться, то полная попа, да? Пятерка монет, четверка кубков, вообще полное разочарование и очень много эмоций, переживаний по поводу того, что то ли нет работы, то ли вообще финансовый крах. Кого-то, может быть, вообще жилья нет. Четверка – это сильное эмоциональное выгорание. Давайте получим от вас совет, как вам добиться перемен. Совет от вашей духовной семьи. Ну что, надо что-то новое начинать. Туз жезлов. Да. Что вам говорят? Ну, во-первых, для того, чтобы что-то начать, на работу, бизнес, нужно получать знания. Это раз. Во-вторых, нужно вкладываться, да? Но вкладывать, по сути, нечего. Пятерка – это карта безденежья. Паж Пентаклей может говорить о неожиданной помощи от кого-то. Вам, ваша духовная семья кого-то вам пошлет. Это или помощь вложиться в какой-то проект, в бизнес, вот начать какое-то новое предприятие, замысел, план. То, что приведет вас в состояние короля Пентаклей. Это поможет вам занять очень хорошее стабильное положение, но еще и повысить свой финансовый уровень. Туз жезлов – это надо предпринимать какие-то действия. Не сидеть, что вот все плохо, мне ничего не получается, или мне что-то предлагают, но я абы на какую работу не соглашаюсь. Здесь, конечно, может касаться и отношений. Пятерка – это карта одиночества, но четверка – это завышенные рамки. Король кубков, да, хочу любовь, хочу влюбиться, но все что-то не то. Туз жезлов – это начало новых отношений. Сначала они будут только развиваться, но потом уже здесь король Пентаклей говорит, что отношения придут на более устойчивый уровень, более прочные. Хорошо, если вы что-то тут начинаете, какой вы получите результат? У нас еще и королева Пентаклей. Потрясающе. Смерть. И четверка жезлов. Да, ну это, во-первых, карта говорит, в вашу жизнь придут перемены. Но для того, чтобы вы что-то тут начали, нужно выйти из старых программ. Вот четверка – это сидеть, самому не меняться, но, естественно, жизнь ваша меняться не будет. Нужно убирать старые установки, паттерны, вообще все, зачищать пространство. Конечно, кого-то ждет здесь любовь, перемены в личной жизни. Тут может быть гражданский брак или какое-то время вы будете жить. Но иногда четверка говорит подготовка к свадьбе. Но это отдаленное будущее, конечно, не сразу. Ну, у нас еще, у нас рыцарей-то не хватало, да. Так, вы собрали все пентаклевые карты. У нас паж, рыцарь,
королева и король. Здесь пара. Здесь может быть бизнес-партнерство, которое приведет вас к успеху. Может быть, вам вот сейчас ваши высшие наставники, ваша душа, ваши ангелы работают над тем, что пришлют вам какого-то человека. Этот человек вам может что-то предложить. Ну, предложить может любовь или бизнес-партнерство. Но вам нужно соглашаться. Конечно, еще туз жезлов иногда показывает дорогу. Если это связано с работой и там, где вы находитесь, ну вообще никаких предложений, здесь может быть помощь от какого-то заботливого человека, это может быть ваш друг, какой-то родственник, который предложит вам куда-то отправиться, вот на заработки, например. Смерть – это перемена места жительства. Так, мне вам совет посмотреть еще. Сейчас. Давайте я вот на этом оракуле вам посмотрю совет для тех, кто выбрал первый вариант. Жди чудес. В моей жизни происходят чудеса. Ну, по картам, да. Ну, вот такой у меня получился первый расклад. Перемены вас ждут серьезные. Ну, здесь самое главное, вот убирайте вот это неудовольствие, разочарование, что у меня все не получится, все плохо. И выходите из старых программ. Да, ну и если это касается работы или отношений, карта советует вам чуть-чуть занизить планку. Да, вот сейчас тяжелые времена, нужно соглашаться на любое предложение, которое вам поступит. Ну, здесь у меня все. Я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего. Хорошо, у нас второй вариант для тех, кто выбрал зеленый камушек и таро светлого провидца. Давайте посмотрим, какие вас ждут перемены. Что вам посоветует ваша духовная семья, ангелы, архангелы, духи вашего рода, ваша душа, ваше высшее я. Я как бы являюсь только проводником между вами и духовным миром. Так, перемены второго варианта. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. Ну, похожая ситуация, как и у первого варианта. Так, сейчас у вас четверка мечей. Да, это карта изоляции, остановки, недвижения. Но есть какой-то у вас замысел. Кто-то очень хочет отправиться в какую-то дорогу. Вам прям не терпится. Но, очевидно, вот эта изоляция, которая сейчас происходит в мире, она мешает вам двигаться туда, куда вы хотите. Ну, еще здесь может быть четверка. Когда вот на работе, например, или отправили опять без оплаты, или кто-то вообще сейчас безработица. Может быть, кто-то в отпуске, на больничном. И по рыцарю вы обдумываете какое-то, может быть, новое предприятие, новый проект, новый замысел. Конечно, это может касаться и отношений. Но вот сейчас, я говорю, вас из вот этого, из четверки мечей, закрытия, изоляции, вас выведет сейчас какое-то неожиданное известие, которое то ли заставит вас отправиться в дорогу, то ли вот что-то новое начать. Ну, начать, может быть, бизнес, проект, предприятие, замысел, новая работа или новые отношения. Так, давайте мы посмотрим, какие вас ждут перемены и что вы должны сделать, по мнению вашей духовной семьи, чтобы эти перемены в вашу жизнь вошли. Да, очень похоже на первый вариант. Ну, сейчас ситуация, наверное, у многих похожая, одинаковая. Вам советуют рискнуть.
выйти из старых программ, в которых вы сидите, и не хотите меняться. Ну, раз вы не меняетесь, то ваша жизнь тоже не меняется. Здесь надо взвесить свои силы и попробовать что-то новое. Но еще четверка — это завышенные рамки. А вам говорят, если это связано с работой, надо соглашаться на то, что сейчас предлагают. Сейчас не время выбирать, нужно приспосабливаться по двойке к обстоятельствам. Старший аркан — мир. Это смена одного этапа и начало следующего. Это может быть нахождение новой работы, это может быть переезд куда-то, вот, чтобы выйти из своей раковины, из своей норки, в которой вы сейчас сидите, чтобы внести какие-то перемены в вашу жизнь. Если это касалось, например, переезда, эмиграции или переезда в другой город, здесь карта говорит, займитесь документами. Если вы сейчас уехать не можете, но хотя бы приведите документы в порядок, чтобы вот открылись границы и вы смогли уехать. Для кого-то это могут быть новые отношения. Так, а что вы получите, если вот выйдете из своей раковины, да, и впустите какие-то перемены в вашу жизнь, может быть, даже немного рискнете? Что вас тогда ждет по итогу? Три фигурные карты. Паж, который переходит в короля. Вообще у нас пажи — это или помощники, или советники. Паж жезлов может говорить о получении новой работы, о возможности создать бизнес-партнерство. Но это, скорее всего, работа, которую вы уже знаете. Это не что-то новое. И паж переходит в короля. То есть здесь вы вырастете, вы продвинетесь вперед. Или по карьерной лестнице, или займете прочное положение. Но, как правило, король жезлов — это или человек работает на себя, занимается чем-то своим, или это какой-то административный пост, менеджер, руководитель, администратор, да. Там, где нужно руководить людьми. И будет продвижение по карьерной лестнице. Да, по рыцарю может быть не так быстро, как вам хотелось бы, но перспективы хорошие. Если это по отношениям, да, мир может говорить о знакомстве, то есть смена одного этапа — это одиночество уходит, и входит в вашу жизнь по пажу жезлов новая любовь, новые отношения. Но опять они будут развиваться очень спокойно. И из пажа уже мужчина переходит в короля. То есть он уже готов взять ответственность. Но вот все-таки по картам, я думаю, здесь все связано с работой. С работой или с какими-то вашими планами. Планами по переезду. Потому что рыцарь все-таки это может быть поездка на заработки. Да, сначала вы едете туда пажом, то есть приглашение вы получаете, но вам нужно будет пройти там какой-то период, пока вы станете специалистом, когда вы займете уже пост короля. Так, давайте вам тоже совет посмотрим. Второй вариант. Кто выбрал зеленый камень? Привет от ангелов. Трепещущие крылья ангелов с любовью обнимают меня. Ну, мы смотрим послание для вас от вашей духовной семьи. То есть они сейчас рядом с вами. Слушайте свою интуицию. Они пошлют вам нужных людей, нужные обстоятельства, чтобы вы реализовали то, что вы хотите. Вот такой у нас получился второй вариант. Я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего. Так, у нас третий вариант для тех, кто выбрал такой серенький камушек и колоду Визар второй. Это у нас второй волшебников. Какие перемены у вас на пороге? Что ваша духовная семья через меня, как проводника, советует вам предпринять, чтобы эти перемены в вашу жизнь вошли? И что по итогу вы получите? Давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит.
Так, ну у вас были какие-то потери. Это может быть потери работы, потери отношений, каких-то возможностей. Пятерка может говорить, что вы не получили то, на что вы рассчитывали. Это может быть связано с любовью, может быть у кого-то потери, например, невыношенная беременность. У кого-то, может быть, дети выросли, покинули родительский дом, и вы сейчас чувствуете себя потерянным, да, что вот не о ком заботиться. Может быть, королева кубков говорит, что вы очень сильно из-за этого эмоционируете. В то же время старший аркан Солнца, он как бы скрадывает все неприятности, разочарование, горе. Так, давайте мы посмотрим, как вам внести в вашу жизнь перемены. Это совет от вашей духовной семьи. Что вам нужно предпринять? Да, два старших аркана. Смерть говорит, надо меняться. Меняться самому, менять свою жизнь. Убирать из своей жизни все, что вам больше не нужно. Людей, обстоятельства, какие-то ситуации. Как бы освободиться от того, что себя уже изжило. Это может быть какая-то работа, отношения. Но вот смотрите, у нас пятерка говорит или о потере работы, или о закрытии бизнеса, или об окончании отношений. Но раз вам ваша духовная семья кладет старший аркан смерть, трансформацию, отношения-то вы могли потерять, но вы еще от этой боли не освободились. Вы еще эмоционируете. Есть у вас еще привязка к старому. Вам говорят, убирайте все, сила, вы совсем справитесь. Самое главное, победите себя, свои страхи, неуверенность. Тройка жезлов. Тут вообще в этой колоде сидит ученик. Для того, чтобы в его жизнь вошло что-то новое, чему-то обучается. И как бы тройка еще говорит, что расширяйте свое сознание. Смотрите шире, чем вы смотрели до этого. Позвольте себе пойти в новые места. Поехать в новые направления, заключить какие-то новые договора, контракты, общаться, коммуницировать, может быть, выходить на новые платформы. Если это касается, например, потери работы, бизнеса, может быть, выйдите там на просторы интернета, займитесь творчеством, общайтесь, больше общайтесь. Для кого-то, может быть, реально куда-то нужно переехать. Так, давайте посмотрим, если вы уберете из своей жизни все, что вам больше не нужно, то, что вот висит балластом у вас на ногах и не дает вам двигаться дальше. Ваша духовная семья говорит, что вы с этим справитесь. У вас хватит и сил, и энергии, ну и они вас поддержат. Тут может быть даже при помощи кого-то. Друзья, родные, близкие. Что вы получите по итогу? Угу. Ну, смотрите, у вас 5 старших арканов. Сейчас у вас очень важный период. Вам нужно прислушаться к этой информации. Старший аркан — справедливость. Кармическая карта, да. Вы получите то, что вы заслужили. Если вы никому не делали плохо, значит, вы получите награду. Здесь 2 карты суда. Это суд людской, государственные законы, а это суд божественный. И ложится тройка кубков. Это карта радости, счастья, успеха, удовольствия, когда человек хорошо проводит время в какой-то очень приятной компании. Кстати, пятерка кубков может говорить, что кто-то рассчитывал на получение наследства, но, скорее всего, результат был не в вашу пользу. Тогда по тройке вам нужно с кем-то заключить договор, со знающим специалистом, который вам поможет решить этот вопрос. Может быть, это адвокат или нотариус. То есть вот пройти судебные дела, решится все в вашу пользу. Вот старший аркан страшный суд говорит, если это были какие-то дела, может быть, это развод, например, по смерти, да, вот от чего-то мы отказываемся или от кого-то. Вы пройдете вот эту долгую
ситуацию, это вот освобождение от какого-то человека, от какой-то проблемы. Если это касается любви, то вас ждут новые отношения. Если это касается бизнеса или работы, то здесь может быть новый трудовой договор или создание бизнес-партнерства. Но здесь, скорее всего, не 2, а 3 человека. Может быть, вы присоединитесь к какой-то команде. Может быть, даже заниматься тем делом, которое вам нравится. Это найти свое призвание. Но вот здесь я еще говорила про ученика. Если это касается работы, старший аркан справедливость говорит восполнить пробелы в знаниях. И тогда в вашу жизнь войдут перемены. Давайте еще получим совет для вас. 3-й вариант, серый камушек. Живи по правде. Я живу в свете истины. Ну вот эти 2 карты тоже говорят. То есть, если вы были честны, то вас ждет вознаграждение. Но самое главное, мы несем ответственность за то, что мы получаем. Да, вот такой у нас получился 3-й вариант. Я благодарю вас за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам хорошего, до свидания.